Привет, друзья! Сегодня обсудим тему, которая сейчас вызывает очень напряженную дискуссию по всей Европе. Это миграция. Возможно, вы уже заметили, как сейчас выглядит любая дискуссия на эту тему. Если нет, то я вам подскажу. Обычно это два полюса. С одной стороны, тревожные крики о том, что привычный уклад жизни рушится. С другой, громкие лозунги, что без новых людей экономика просто встанет. А посередине тишина. Никаких нюансов, только одни крайности. Но мы с вами здесь не для того, чтобы поддаваться эмоциям, а чтобы на пальцах разобраться, что происходит в реальности. Давайте посмотрим на цифры, которые сейчас активно обсуждаются в европейской политике. По данным Евростата, сегодня в Евросоюзе, внимание, живет уже почти 45 миллионов человек, приехавших из других стран. Но вдумайтесь, резкий рост произошел совсем недавно, в 2022 году. Тогда в Европу приехало более 5 миллионов человек из стран вне Европейского Союза. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Представляете масштаб? Облик целых городов меняется всего за 1 год прямо на наших глазах, и это не может пройти бесследно. Естественно, общественная дискуссия сейчас находится на очень напряженном уровне, у многих позиция максимально жесткая. Люди видят очереди в больницах, дефицит доступного жилья и связывают это именно с наплывом приезжих. На этих настроениях партии с антимигрантской повесткой сейчас просто взлетают в рейтингах. Но самое интересное, за них теперь активно голосует именно молодежь. И дело не только в нехватке рабочих мест, многие молодые люди начали обсуждать даже конкуренцию в повседневной жизни и личных отношениях. Некоторые политические силы активно готовятся использовать эту тему на ближайших выборах во многих странах. С другой стороны, нам из каждого утюга твердят, цитата: «Постойте, это же новые возможности, это рабочие руки, это налогоплательщики, которые спасут нашу стареющую экономику и оплатят пенсии». Получается какой-то такой тупик. Но вот главный вопрос, а что на самом деле думают обычные европейцы, когда выключают камеры и микрофоны? Неужели мир правда поделился только на 2 лагеря, тех, кто за и тех, кто против? Давайте честно, главный вопрос, который сейчас обсуждается по всей Европе, связан именно с тем, насколько строгой должна быть миграционная политика. Исследование YouGov дало на это ответ, от которого у политиков в Брюсселе наверняка задергался даже глаз. Большинство европейцев высказались достаточно жестко и заявили, что возможности для дальнейшего расширения приема мигрантов ограничены. Это уже общественный запрос на более строгие миграционные правила. Люди открыто говорят: мы не готовы, да, и просто не хотим видеть новые волны мигрантов на своих улицах. Подавляющее большинство сегодня голосует за сценарий, при котором приток новых лиц будет сокращен до минимума. Но если вы думали, что речь идет только об ограничении новых приездов, то дискуссия на этом не заканчивается. Сейчас обсуждается еще одна чувствительная тема – это депортации. Речь уже не о границах, речь о тех, кто уже внутри. Почти половина опрошенных в каждой ключевой стране Евросоюза, вдумайтесь, от 45 до 53% говорят не просто «хватит привозить», а буквально «пора отправлять домой тех, кто уже здесь». Речь идет о предложениях по расширению практики возвращения части мигрантов в страны происхождения. Цифры выглядят как приговор десятилетней политики открытых дверей. Германия. 53%, больше половины страны хочет видеть масштабные депортации. Франция и Италия идут ноздря в ноздрю по 51%. Дания, ровно половина наций, 50%. Интересно, что авторы опроса довольно аккуратно обошли один сложный вопрос. Они решили не уточнять, а кого именно предлагается высылать. Нужно ли делить людей по странам, из которых они приехали, по религии или культуре. Официальный опрос об этом стыдливо молчит, сваливая всех в одну кучу. Но многие аналитики считают, что именно этот момент вызывает больше всего вопросов. Ведь под одну гребенку пытаются причесать и тех, кто приехал работать инженером, и тех, кто приехал за пособием. Именно здесь начинается наиболее напряженная общественная дискуссия, о которой уже пишут многие европейские СМИ. Давайте на минуту заглянем в подсознание обычного жителя Евросоюза. Знаете, что там? Там часто работают не только факты, но и сильные эмоции. Свежие данные исследования YouGov показывают интересную картину общественных настроений. Внимание, европейцы в массе своей вовсе не радикальны и не ксенофобны. Во многих случаях на мнение людей влияет субъективное восприятие ситуации.
Мир, который они видят в своих кошмарах, не имеет ничего общего с сухими отчетами ведомств. Аналитик Мэтт Смит формулирует это жестко. Людей бесит не сам факт присутствия иностранцев. Их выводит из себя ощущение, что государство потеряло контроль. Когда в новостях часто обсуждается случай нелегального пересечения границ, у части людей создается ощущение, что контроль работает недостаточно эффективно. И именно это ощущение становится одной из причин общественных протестов и политических дискуссий. Цифры показывают, насколько сильно общественные оценки могут отличаться от реальной статистики. Вдумайтесь, сколько людей уверены, что нелегалы – это уже большинство. Франция. 41% нации верит, что людей без документов в стране больше, чем законопослушных мигрантов. Италия и Великобритания. Примерно каждый третий опрошенный считает, что людей без документов в стране очень много. А теперь вишенька на торте. Германия. Здесь 26% населения считают, что уровень нелегальной миграции в стране очень-очень высокий. И вот вам пища для размышления. Этот процент подозрительно точно совпадает, внимание, с электоратом партии «Альтернатива для Германии» АФД. Это не совпадение, это фундамент, на котором строится современная правая политика. Но если посмотреть на официальную статистику, картина оказывается гораздо спокойнее. Возьмем ту же Испанию. Там 40% населения говорят о резком росте миграции, но цифры говорят совершенно об обратном. Из 9 миллионов иностранцев лишь 800 тысяч находятся в стране неофициально. Это меньше 10%. Где тот масштаб, о котором часто говорят в общественных дискуссиях? Их просто не существует в природе. В Германии ситуация еще парадоксальнее. Да, здесь 17 с лишним миллионов человек родились за пределами страны. Это огромная цифра, но это люди с ВНЖ, работой и налогами. А сколько тех самых призраков без бумаг? Точного числа нет, но эксперты говорят о десятках тысяч, а не о миллионах. Да, есть 56 тысяч мигрантов, которые зависли в правовом поле и должны были уехать еще вчера. Это серьезная проблема для системы. Да, это злит налогоплательщиков. Конечно, однозначно. Но может ли называться это крахом цивилизации, о котором часто говорят в публичных дискуссиях? И еще, есть в этой истории одна неудобная правда, о которой в Брюсселе предпочитают помалкивать. Мы часто представляем мигрантов как такую единую группу, которая полностью поддерживает друг друга. Забудьте, реальность оказывается сложнее. Одними из наиболее критичных к новым потокам переселенцев нередко становятся те люди, которые сами приехали всего 5-10 лет назад. Это часто называют психологическим эффектом закрывающейся двери, когда человек после получения статуса и гражданства начинает поддерживать более строгие правила въезда для других. Взгляните на ту же Британию. Там этот феномен проявляется максимально ярко. Почти 40% британцев индийского происхождения, чьи семьи когда-то сами искали лучшей доли на островах, проголосовали за Brexit. Многие избиратели поддержали решение, которое должно было ограничить дальнейший приток новых претендентов на возможности британского рынка. И это не случайность, а мировая тенденция. Исследования Европейского института иммиграции показывают, что по мере жизни в стране у многих мигрантов постепенно меняется отношение к новым потокам переселенцев и появляется, скажем так, более прагматичный взгляд на распределение ресурсов. Особенно наглядно это видно в Германии на примере выходцев из бывшего Союза. Казалось бы, русские немцы сами прошли через этот сложный путь интеграции. Однако среди этой группы сегодня наблюдается неплохая поддержка партии АФД «Альтернатива для Германии». Здесь кроется настоящий политический такой парадокс. Люди с неидеальным немецким, которых коренные жители до сих пор воспринимают как приезжих, голосуют за политиков, требующих ограничить в правах именно таких, как они. Цифры фонда Конрада Аденауэра выглядят весьма показательными. Если среди всех мигрантов поддержку правам выражают около 19%, то среди русскоязычного населения этот показатель, внимание, взлетел аж до 31%. То есть каждый третий выходец из СССР поддержит более строгую миграционную политику. Причем этот разрыв в мировоззрении только усиливается от поколения к поколению. Дети мигрантов, родившиеся в Европе, зачастую относятся к новым потокам беженцев еще жестче, чем их родители. Для них это часто воспринимается не как общность судьбы, а как конкуренция за рабочие места.
социальное жилье и уровень безопасности в районах проживания. Солидарность во многих случаях уступает более прагматичным взглядам на жизнь в крупных городах. Но важно не делать слишком драматичных выводов. Когда пыль от митингов оседает, а политики выходят из своих кабинетов к реальным цифрам, картина совершенно меняется. Выяснилось, что европейцы даже в условиях напряженной дискуссии остаются достаточно прагматичными. Да, на публичных дискуссиях звучат требования депортации. Однако при обсуждении устойчивой системы многие начинают рассматривать ситуацию уже более взвешенно. Мэтт Смит из YouGov объясняет этот феномен холодным расчетом. Даже те, кто поддерживает более активное возвращение мигрантов, делают одну важную оговорку. Они хотят избавиться от нарушителей правил, а не от тех, кто лечит их детей или строит их дома. Если поставить обычного европейца перед выбором между сокращением миграции и нехваткой специалистов в больницах, многие, кстати, выберут сохранение медицинских работников. Люди прекрасно понимают, что без квалифицированных рук их хваленая система здравоохранения просто рухнет. И здесь появляется один из парадоксов современной Европы. Почти в каждом случае, когда людей спрашивали о реальных компромиссах, они предпочитали смириться с минусами миграции, чем столкнуться с серьезными экономическими трудностями. Самый яркий пример этого вынужденного реализма – Италия. Посмотрите на премьер-министра Джорджу Мелони. Она пришла к власти с очень жесткой риторикой по вопросам миграционной политики. Но что произошло, когда она села в свое мягкое кресло и открыла бюджет? Однако после прихода к власти ситуация оказалась значительно сложнее. Сегодня Мелони продолжает критиковать нелегальную миграцию в публичных выступлениях, но одновременно подписывает решение о выдаче примерно, внимание, 500 000 рабочих виз гражданам стран вне Европейского Союза. Это не предательство идеалов, это голый прагматизм. Итальянской экономике просто некому работать. Исследование YouGov показало, как именно распределяются общественные претензии. Основная критика направлена не на саму иммиграцию, а на тех, кого считают халявщиками. Огромное большинство, от 80 до 90% опрошенных, требуют высылки для тех, кто сидит на пособиях и не желает интегрироваться. Еще 70-80% выступают против попыток незаконного пересечения границ ради получения статуса беженца без достаточных оснований. Но когда речь идет о легальных мигрантах, которые работают и платят налоги, уровень критики заметно снижается. Проще говоря, Европа не против новых людей, она против игры не по правилам. Европейцы готовы принимать новых людей, если те работают и участвуют в экономике. Но многие не поддерживают ситуацию, когда правила въезда обходятся. И что же мы сейчас видим на карте Европы сегодня? Правительства одно за другим начинают учитывать давление со стороны популистских политических сил. Иммиграционные правила постепенно становятся заметно строже, и речь уже не только о границах. Изменения затрагивают правила проживания и процедуры получения гражданства. Аналитик Мэтт Смит смотрит на это без всякого оптимизма. Баланс, который пытаются найти чиновники, напоминает очень сложную попытку удержать равновесие в условиях сильного политического давления. Его вывод звучит довольно жесткий. Проблема не исчезнет сама по себе. Даже если система миграционного контроля начнет работать значительно эффективнее, а экономика будет быстро расти, общественные опасения могут сохраниться. Смит подчеркивает, многие даже легальные мигранты годами живут в своем коконе, не принимая местные ценности и не пытаясь стать частью нации. Для части европейцев это, конечно же, выглядит как постепенное изменение привычной социальной среды, и такие ощущения трудно изменить только статистикой. В Брюсселе понимают, что без притока квалифицированных специалистов сегодня экономика может столкнуться с серьезными трудностями. Сейчас обсуждается радикальный шаг позволить высококлассным специалистам из-за пределов Европейского Союза пересмотреть жесткое правило 90-180. Им хотят дать возможность оставаться в Европе дольше, чтобы экономика не столкнулась с нехваткой квалифицированных специалистов. Это попытка на уровне политики разделить квалифицированную трудовую миграцию и другие категории приезжих. В Польше сейчас развивается очень напряженная общественная дискуссия. Некоторые политические силы вместе с информационными кампаниями из России смогли заметно повлиять на общественное отношение к украинским мигрантам.
Тех украинцев, которые сегодня работают на польских стройках, заводах и в аграрном секторе, часто выполняют работу, на которую местные жители соглашаются значительно реже. Абсурд в том, что беженцы почти не претендуют на пособие, они сами кормят систему. Но у части избирателей уже сформировалось представление о зависимости от социальной помощи, и польская экономика может столкнуться с последствиями такого общественного настроения. Париж принял решение, которое серьезно влияет на планы многих иммигрантов на будущее. Введено новое жесткое правило: иностранцы-пенсионеры фактически вылетают из очереди на французское гражданство. Власти исключили эту категорию из числа приоритетных кандидатов в натурализацию. Результат. Статистика выдачи паспортов значительно снизилась. Франция таким образом делает акцент на трудовой миграции, а не на пенсионной иммиграции. Копенгаген значительно ужесточил миграционные правила, теперь любой иностранец, получивший срок от 1 года за тяжкое преступление, подлежит обязательной депортации. Никакой реабилитации, никаких скидок на трудовое детство или семейные обстоятельства. При серьезном преступлении человек может быть депортирован из страны без права возвращения. В Норвегии Осло представила самую мощную реформу интеграции за последние 20 лет. Это серьезная корректировка миграционной политики, цель – связать право долгосрочного проживания в Норвегии с уровнем занятости. Если человек хочет пользоваться социальной системой страны, он должен показать участие в экономике и трудовой занятости. Контроль за миграционными потоками становится значительно более строгим, вписываясь в новый общеевропейский тренд. Приоритет получают экономически активные категории мигрантов. На этом фоне строгих ограничений Испания делает шаг, который выглядит довольно необычно. Внимание! Мадрид заявляет о намерении легализовать разом более полумиллиона человек. Пока многие страны Европы ужесточают миграционные правила и проверки, испанские власти рассматривают легализацию части нелегально проживающих людей. Вопрос: зачем? Все тот же прагматизм – вывести сотни тысяч людей из нелегального поля, чтобы они могли официально работать и платить налоги. Это масштабный политический эксперимент, и пока никто не знает, чем он закончится. Но что же происходит в самом сердце Евросоюза? Германия, которая долгое время считалась одним из главных сторонников более открытой миграционной политики, сейчас сталкивается с серьезными трудностями в выработке новой стратегии. Власти пошли на шаг, который многие эксперты считают противоречивым. В стране фактически приостановлен прием заявок на интеграционные курсы. То есть, с одной стороны, Берлин требует от приезжих учить язык и принимать ценности, а с другой одновременно берет и ограничивает доступ к этим ресурсам. Странная мера, которая только увеличивает пропасть между обществом и мигрантами. И в этой ситуации неопределенности начинают усиливать влияние политической силы, предлагающей более радикальные решения. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ уже довольно открыто говорит о своих планах. Они копируют более жесткие подходы, которые используются в американской миграционной политике. Они предлагают создать структуры для усиления депортационной политики по образу американской иммиграционной и таможенной службы. Если АФД, альтернатива для Германии, получит власть на выборах в Саксонии-Анхальт, политика в отношении миграции в городах Магдебург и Галле может стать значительно жестче. Вместо привычного полицейского контроля могут появиться более строгие формы правоприменения, а общественная дискуссия может стать гораздо более жесткой и конфликтной. Это признак очень глубокой общественной поляризации в центре Европы. При этом, пока политики пугают друг друга сценариями будущего, реальность преподносит сюрприз. Чистая иммиграция в Германии за прошлый год снизилась, внимание, примерно на 40%. Сирийский фактор, который долгое время заметно влиял на статистику, сейчас значительно уменьшился. Потоки миграции постепенно снижаются, но общественная напряженность остается высокой. Европа пытается решать отдельные проблемы, пока сама миграционная тема остается долгосрочным вызовом, и похоже, что основные политические споры по этому вопросу еще впереди. На этом пока все. Я продолжу следить за тем, как будет развиваться миграционная политика в Европе. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, что вы думаете о немецкой миграционной политике и о перспективах испанского решения. До встречи в новых выпусках.